Мечтали о душевных отношениях с детьми, когда они повзрослеют? Мечтали, что они будут приходить к вам в гости, делиться с вами своими радостями, рассказывать о своих успехах, чтобы у вас был повод погордиться ими, порадоваться за себя, каких замечательных детей вы воспитали. А на деле оказалось, что вы превратились для них всего лишь в домашний банкомат. Это очень неприятно, когда тебе звонят дети, и ты вместо того, чтобы радоваться, боже, дитятко звонит, боже мой, сейчас он мне расскажет, у вас внутри все скуреживается, и вы думаете, твою ж мать, сейчас опять денег просить будет. И как по нотам, привет, мам, как дела? Вполуха слушает, что вы ему там пытаетесь рассказать о своей хорошей жизни, поделиться, чтобы он же с вами поделился в ответ. И как только вы набираете воздуха, чтобы продолжить свой рассказ, мам, тут такое дело, выручай, нужны деньги. И у вас все рухнуло, и уже больше не поднимается внутри. Вы точно знаете, что пришли к банкомату и уже пикают на кнопочку выдачи денег. Почему так случается? Потому что вы всю жизнь хотели сделать все проблемы своих детей своими проблемами. Вы тут же откладывали все, как идеальная мама, бежали. Мы с вами, вырастившие детей вот в 90-х, мы изо всех сил пытались доказать своим мамам, которые растили нас как поколение с ключом на шее, что мы сможем стать идеальными мамами и покажем им, как надо идеально воспитывать детей, как надо их на самом деле любить, как надо их холить, лелеять и как надо разводить руками все их проблемы, чтобы дети выросли счастливыми. Дети выросли счастливыми, но инфантильными. Потому что они четко знают, что мама – это решатель всех проблем, это безотказный кошелек, а плюс они хорошо знают, сколько денег у вас есть и на что они могут претендовать. И получая от вас деньги регулярно, они сделали еще один неприятный для вас вывод, что напрягаться не надо. Можно позвонить маме и поплакаться. Не хватает до зарплаты, не хватает на аренду, на взнос в ипотеку, на то, чтобы детям что-то купить, на то, чтобы детям оплатить кружки, на то, чтобы оплатить машину. Или там я попал на штраф, и у меня там арестуют имущество или арестуют счета. Мама последнюю рубашку снимет с себя. И вы что делаете? Вы ее и снимаете. А потом сидите и трясетесь. А как же я дальше жить буду? Потому что благодарности ты за свои вот эти вот открытые закорма вы не получаете. Требования у детей, они же приобретают вкус к жизни, они видят, что еще вот это появилось, и вон то. Они знают, что вам сказать, на какую кнопочку мозоль надавить, для того, чтобы вы выдали то, чего они хотят. И когда они понимают, что пощипать вас уже не получится, вы знаете, что вы в комментариях мне пишете об этом часто, что они добираются до вашего имущества и говорят, а зачем тебе квартира, тебе все равно уже скоро это самое, тебе уже 50 исполнилось, 60 исполнилось, хватит тебе не до радости жизни, давай ужимайся, переезжать в какую-нибудь занюханную гостинку, а мы тут в красивой квартире, в красивом доме поживем свою счастливую жизнь. Вам больно. И я вас понимаю, потому что ваши дети... без обид, стали финансовыми инвалидами. Они не хотят учиться, заботиться о себе. Они хотят оставаться в счастливом детстве, где мамка за них решает все проблемы. Но задача мамы не решать все проблемы на самом деле. Задача мамы научить детей быть взрослыми, самостоятельно решая свои проблемы в жизни. Не прибегая, мам, дай денег. А приди к маме и скажи, мама, вот я хотел купить квартиру, поднапрягся, я уже заплатил первый взнос там в ипотеку или заработал и купил квартиру. Мама, я хотела чтобы ты меня вводила в кружки, ты меня не водила, а я теперь свой график выстроила так, чтобы я могу своих детей водить в кружки или проводить с ними больше времени. Мама, я сделала то, мама, я сделала это. Тогда ваши дети самостоятельны. Если с вами что-то случится, они не загнутся. Или если у вас кончатся деньги, они не будут ждать вашей смерти, чтобы завладеть остатками вашего имущества. Но самое страшное, я знаю, что вас беспокоит. Как же я им скажу нет? Они же от меня отвернутся. Циничная правда в том, что они отвернутся от вас в любом случае.
Если они привыкли быть финансовыми инвалидами и ходить к вам как к домашнему банкомату, они будут туда ходить, пока вы не научитесь спокойно говорить «нет». Как говорить? Ну, хотя бы, например, мой дорогой или моя дорогая, денег на этот месяц я тебе не дам. У меня свои планы в отношении моего бюджета. Да, приготовьтесь к тому, что может быть истерика. Может. Ну, бывает. Это, как это, одна из ступеней взросления. Когда он понимает, что как раньше уже не будет, и надо учиться жить по-новому. Но если вы позаботитесь сейчас, чтобы ваши дети учились твердо стоять на своих ногах, вы будете гораздо лучшей мамой и в своих глазах, и потом в их тоже, чем мама, которая осталась на улице, потому что отдала все, и дети забыли о ней. Этот разговор длинный, но для начала вот я сегодня рассказала вам то, чтобы у вас был повод задуматься. Ваша забота о своем будущем, о своей спокойной старости, о том, чтобы вам было на что жить в будущем, чтобы вы могли радовать своих детей иногда подарками, чтобы вы могли иногда баловать внуков, чтобы вы могли ездить отдыхать так, как вы того заслужили, потому что вы отпахали всю жизнь. Вам нужно позаботиться самой об этом. Думать о себе в первую очередь, посчитать свой бюджет, прикинуть, сколько у вас есть финансов. Не можете, не получается, приходите ко мне на консультацию, я работаю весьма успешно с этими темами. Но думать о себе надо обязательно. И это будет лучший пример, который вы можете дать своим детям. Лучший опыт, которому вы можете их научить. Заботиться о себе и о своем будущем. Потому что тогда, я понимаю, мы все там будем, но у вас будет легко на сердце, потому что вы будете знать, что ваши дети справятся и будут вспоминать вас хорошим словом. Напишите свои истории в комментариях, поделитесь ими, расскажите, какие проблемы есть в общении с детьми, со взрослыми, на чем не сходитесь, я сниму еще видео с подсказками. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». Всего вам доброго, пока-пока.